Ай ты моя рыбка. Какой помощник у нас. Сюда, сюда, Вот сюда. туда, где деда, вот туда вези. Манарда. Манасырда. Вон туда надо, где. Not too heavy. Too heavy, but you're doing great. Посмотри, какой ты молодец. Тяжелый бин везет. Ты мой сладкий. Молодец. Молодец. Вот. Теперь я туда его, туда. Смотрите, чем мы занимаемся. Это теплица маленькая. Помните, я вам говорила, что мы хотим убрать эти теплицы, потому что покрытие уже совсем порвалось. Кстати, розочка цветет. Вот знаете как, ни разу я их не опрыскивала, не подкармливала. Нет, вру, один раз подкормила. Не опрыскивала ничего. И вот посмотрите, цветет. Ничего не болеет у нее, ничего. Как только начинаю с ними мудохаться, все покрываются черными пятнами. И спасайся, кто может. Вот это погибло. Ну, как бы она была на пути. Вот видите, вот вторая теплица. Сейчас я вам покажу, где они были. Помните, где они были? Вот здесь у меня были две грядки. Они так и были. Видите, деревянные. Разваливаются все под вот этими деревянными, как они называются? Ну, в общем, штуками. Там плитка. Не знаю, вам видно или нет. Вот, видите, там лежат плитки. И сверху была закреплена теплица. Здесь у меня была петрушка. Посмотрите, да, откуда она уже выросла. Вот видите, вот она цветет. Все это нужно почистить. Там и петрушка, и клубника, и все, что там, короче говоря, вот так разрослась. Видите, даже за границей теплицы. Поэтому здесь все нужно чистить. А здесь у меня земляника. Точно так же была грядка, видите, плитки. И сверху деревянная такая рамка была, на которую была закреплена сама теплица. Вот это земляника вот здесь. А вот эти вот потемнее кусты, это клубника. Вот. Нужно будет, не знаю, что нужно будет. Хочу из теплицы немножко пересадить сюда. Вот видите, такая земляничка она. Что-то ее ест, конечно, но вот такая вот мелкая ягодка. Вот такие дела. Все почистим здесь. Может быть, землю даже обновим. Потому что, видите, вот там мох растет. Туда вообще невозможно было добраться. Вот. Она открывалась с одной стороны. Поэтому сейчас нужно будет и землю обновить, и все. Вот такие дела. Погода шикарная сегодня. Траву уже постригли. В смысле, траву постриг Тамик только с этой стороны впереди. Сейчас попозже пострижу. Чуть-чуть трава подсохнет. Невзирая на такую хорошую погоду, все равно уже... Все равно еще трава сухая. Фу, что сказала. Невзирая на хорошую погоду, трава все равно еще сырая. Поэтому с утра такая, знаете, роса выпала. И, кстати, знаете, что сегодня было? Вот зря я вам не сняла. Все, она уже пропала. Такая вот везде. Везде все кусты были покрыты паутиной. Ну вот, смотрите. Вам не видно. Видите, паутина. Сейчас она, наверное, отблескивает на солнце. Вот так, наверное, видно вам лучше. Вот, смотрите, видите? Весь куст покрыт паутиной. А утром там была роса на этой паутине. Так красиво. Вообще, как осенью. Туман был еще. Моя мушмула растет. Решила в этом году ее оставить. Ну, вот сколько будет, столько будет. До осени прям таких холодов у нас нету. Ну, может, ее и прибьет немножко холодом. А здесь у меня, друзья, яблочные вафли на закваске. Ой, посмотрите, вот посмотрите, какое тесто. Видите? Я надеюсь, что вам видно. Надо было сначала вам показать, а потом уже размешивать. Ну вот так получилось. Аккуратненько размешиваю. Тесто очень простое. Закваску развела немножко молоком. Добавила муки до состояния вот такого, знаете, вот смотрите, как на оладьи. Одно яйцо, щепотка соли, сахар по вкусу. И натерла пару яблочек. Яблоки у меня мелкие были, поэтому взяла 3 штуки, вообще совсем небольших. Вафельница у меня нагрелась. Она у меня
смазана маслом. И выкладываем теперь сюда тесто. Выпекаем, как обычные вафли. Выпекаете, вот так и делаете. Вот и все дела. Больше ничего не нужно. Закваска, яйцо, соль, сахар, чуть-чуть молока или кефира можно добавить сюда, как вам удобно. Я дала тесту немножко подняться, как бы стать чуть-чуть пышнее. Ни соды, ни, как он называется, разрыхлителя не добавляла. Все, вот так будем делать вафли. Кстати, друзья, смотрите, груша. В каком-то видео я вам показывала. Этой груши уже 2 месяца. Я ее купила, ну, в смысле, я купила груши в конце июля. И вот эта груша у меня случайно осталась в моей сумке, в ланчбоксе. Я ее обнаружила, наверное, дней через 10, потому что у меня были выходные. И обратила внимание на то, что за 10 дней у меня эта груша совсем не изменилась. Я решила провести эксперимент. Вот так ее оставила здесь на столе. И вот ей уже 2 месяца. С тех пор, как я ее купила. Сколько она пролежала где-то еще, я не знаю. Ну, вот так вот груша выглядит. Видите, она немножко сморщилась, начала подсыхать, но не гниет. Смотрите, как красота. Ну что, давайте посмотрим. Вафельки мои прилипли. Вот такие вафли получаются. Можно еще добавить корицы, конечно, друзья. Если кто-то хочет, добавьте корицы. Я что-то в этот раз вот не добавила, хотя можно было. 100% гарантии, что вафли получатся разного размера. Ну, посмотрим. Смотрите, какие красавчики. Ароматные. Пока у меня пекутся вафли, друзья, я делаю салат из пасты. Вот здесь у меня немножко вяленых томатов, которые я порезала. И сюда добавлю сейчас порезанные васильки, базилик. Пасту я в этот раз сварила специально, но очень часто пользуюсь остатками макарон, которые остались от ужина или от обеда. Так, вот такие, смотрите, вафли получились. Сейчас пока с вами разговариваю, вот это тесто тоже уже испечется. Ну, что делать? Разделю, как всегда. Эти получатся самые большие. Что мне, взвешивать, что ли? Не знаю. Не знаю, друзья, вот что делать? Можно было отдельно просто вафельку сделать, но уже все, поздно. Вернемся к салатику. Вяленые помидоры и васильки. И перекладываю сюда отваренную пасту. Можно теплую, можно холодную, как хотите. И добавляйте, что хотите. Вот, получается шикарный салат. Я взяла в этот раз вот такие вот ракушки, потому что они очень хорошо собирают соус. Вот эти вяленые томаты у меня были в масле, и я их откинула для хлеба, для выпечки хлеба, а масло собрала в бутылочку для салатов, то есть поливать салаты. Но сегодня я сделаю по-другому. У меня есть вот такой острый томатный соус, называется он релиш, и подается обычно к мясу, к птице. Вот. А я его добавлю вот сюда, в томаты. Заправляйте чем угодно. Вот этот салат можно подавать и горячим, и холодным. Вот, заодно спасла и этот соус. Дайте салату немножко постоять, чтобы макароны пропитались вашей заправкой, и у вас получится отличный ужин, перекус, ланч. На работу можно взять с собой. В общем, шикарно получается. Все, дам немножко постоять, и можно пробовать. Посолите, поперчите по вкусу. Любые приправы, специи добавьте, если хотите. У меня макароны были отварены с солью, поэтому я уже не солю. Все, вернусь чуть позже.
вот, друзья, все готово, мне кажется. Как видите, как всегда, вафли разного размера. Ну что делать, а? Нужно было последний сделать чуть поменьше. Ну, как получилось? А получается у меня так всегда. Вот такие, смотрите, какая красота. 5 минут дела. Ну, в общем, тесто можно приготовить заранее. Поставить его в холодильник и спокойно про него забыть. Яблоки я натерла прямо перед выпечкой, чтобы они не потекли. Все остальное можно сделать заранее и подождать, пока тесто поднимется. Шикарные вафли получаются, нежные, такие мягкие. Поджарить их можно и сильнее, и слабее, как хотите, до румяного цвета. Можно с собой взять на работу, детям можно в школу положить. Пользуйтесь, друзья. Шикарно. Это просто с кофейком, с чайком попить. Самое то. Смотрите, Мия впервые легла вот в эту кроватку после смерти Аби. Сколько прошло? Больше месяца. И вот она, посмотрите, первый раз она легла в эту кроватку. Моя девочка.